Салют вам, здравствуйте, товарищи. Сейчас я хочу показать э, одну из достаточно полезных, на мой взгляд, функциональностей, которую можно использовать во всех проектах с использованием Vue.js на электроне. Ну, так же, как и на Vue.js тоже, но чуть-чуть для электрона отличаться будет синтаксис, поэтому буду показывать именно для электрона, так как сейчас это для нас наиболее интересный набор технологий. Vue плюс электрон. Конкретно это передача данных между двумя модулями в Vue.js, как она реализована и каким образом, так сказать, все это можно сделать именно на практике. Мы запускаем приложение в режиме разработки. В этом случае у нас, собственно говоря, все будет изменяться динамически. Сразу мы сможем видеть изменения. Коротко о приложении, которое мы будем исправлять. У нас есть, собственно говоря, наш тестовый прототип, на котором мы демонстрировали работу с передачей из бэкэнда из Python в JS информации о графиках. И, соответственно, в JS это все отображалось. Есть вот режим у нас мультиграфиков, в котором мы можем добавить либо один, либо больше 9 графиков. Ну, в том случае, как я говорил уже ранее, 10 графиков. Вот. Но у нас не видно, собственно говоря, сколько у нас графиков сейчас присутствует, сколько можно добавить. То есть вот, допустим, мы добавляем, да, графики, и вот у нас там они уже ушли вниз, но мы этого количества не знаем. Вот. И я как раз решил сделать так, ну, это для меня было, собственно говоря, интересной задачей, как раз вывести вот на эту кнопку количество графиков, которое было добавлено. Ну, такое наиболее очевидное место, да, то есть она все время у нас видна, как видите, да, то есть это верхняя панель, мы в любой момент знаем, сколько у нас графиков добавлено в данный момент. Вот. Сразу могу сказать, что эта задача была достаточно нетривиальной, по крайней мере, для того, кто начинает только с Vue.js знакомиться. Вот. И при том, что не очень много кода нужно было написать, тем не менее, понять, какой код нужно было написать, казалось не самой тривиальной задачей. Ну, соответственно, первый шаг, который мы сделаем, так, давайте, наверное, попробуем сделать так, чтобы у нас все отображалось динамически, наши изменения, заодно и проверим, будут они отображаться или нет. Значит, первое, собственно говоря, нужно было найти, где же вот находится вот эта вот самая кнопка. Вот, ну, я ее нашел, она находилась на main layout. То есть это, соответственно, в этом файле описывается та обложка, та подложка, точнее говоря, на которую все остальные страницы будут как бы располагаться, на которой. И через вот этот механизм лейаутов можно как раз реализовать некую базу, которая будет разделяться между всеми страницами, которые на этом лейауте помещаются. Вот. Значит, соответственно, вот эта кнопка, которая нас интересует. То есть, соответственно, вот иконка меню у нее, лейбл у нее меню. Вот если мы подведем и нажмем F12, то мы, соответственно, этот лейбл сможем увидеть. То есть вот этот тут лейбл, вот он здесь прописан как меню. Вот. Ну и, соответственно, здесь также достаточно такая интересная разметка получается, которая создается именно по вот этой вот кнопке, да, то есть вот начиная с кнопки и вниз, вот, то есть вот указана роль ее button, вот label, Arial label, как раз меню, да, вот который вот здесь вот он указан. Вот, так что, соответственно, да, мы нашли именно тот элемент, который хотели в данном случае. Ну, я, собственно говоря, точно знаю, что да, это тот самый элемент. Значит, первое, что мы сделаем,
собственно говоря, выведем внутрь вот этой кнопки, то есть вот открывающий ее тег, да, kubtn, и вот закрывающий. То есть нужно там внутрь этой кнопки добавить еще один элемент из библиотеки как раз Vue.js. Значит, называется он kubadge, этот элемент. Дальше мы, собственно говоря, указываем некоторые параметры. Вот, ну, в частности, его имя на рауте, цвет и данные, которые будут браться. Но вот, подключение элементов на лету, оно, видимо, все-таки не срабатывает в нашей системе. Но давайте на всякий случай еще проверим, потому что, как видите, здесь я использую некую переменную, а не число. Давайте попробуем просто там единичку, например, поставить. Да, ну вот как видите, вот сработало, вот видите, эта красная единичка появилась. То есть пересобралось наше приложение, да, и появилась единичка. Так что да, значит, динамически можно подключать. Далее, но таким образом нам, конечно, не очень интересно, да, то есть у нас вот, допустим, сейчас один график, да, это соответствует реальности. А если мы добавим еще один график, то количество все еще единичка будет гореть. Мы, конечно, можем здесь дальше двоечку написать, вот, и это даже отобразится через какое-то время. Вот, да. Но, как сами видите, это не очень хороший способ, как минимум, потому что он не автоматизирован. Поэтому делаем следующий шаг на пути. А именно заводим переменную. Значит, переменная передается на вход вот именно таким образом, через двойные фигурные скобки с каждой стороны и, собственно, имя переменной. Далее эту переменную нам нужно определить в соответствующей секции. Ну, это уже исключительно особенности Vue.js. О том, как у него описываются те или иные параметры. То есть вот в данном случае у нас существует, так сказать, ну, дефолт — это набор переменных JS, набор функций JS-овских, да, и переменных, которые по умолчанию будут использоваться квазаром. Это тоже какие-то определенные особенности именно квазаровской реализации, насколько я понимаю. Вот, но, тем не менее, вот мы должны указать, собственно говоря, количество, количество графиков, да, через переменную, да, которые потом мы будем менять в дальнейшем, да. То есть вот он, chart num наш. Вот. Он, соответственно, видите, выдал ошибку определенную, потому что что-то ему не понравилось. Вот, значит, соответственно, пока единичка у нас все еще есть. И значение по умолчанию единицу мы ставим именно потому, что в нашей текущей реализации у нас один график сразу существует при открытии этой страницы. Допустим, вот если мы поставим тут циферку 2, то, видите, здесь появилась циферка 2 вверху. То есть мы видим, что действительно значение именно этой переменной как раз и используется для отображения. Вот. Теперь, собственно, начинается самое интересное. То есть мы видим, что руками мы менять можем. Это небольшая проблема. Но нам хочется, чтобы это было автоматизировано каким-то образом. То есть, чтобы по нажатию на эту либо на эту кнопку и по закрытию графиков, чтобы у нас эта циферка менялась. Вот. Ну, соответственно, так сказать, для этого нужно подготовить определенную инфраструктуру. Во-первых, это, собственно говоря, метод, который бы работал с этой переменной. Соответственно, мы это описываем в экспортируемом нашем, по-моему, это namespace называется, если я не ошибаюсь. Значит, соответственно, есть у нас секция data, это где у нас переменные хранятся, и methods — это методы. Вот, соответственно, здесь мы описываем. По добавлению графика мы хотим увеличивать на единичку, да, то есть один график добавили, мы увеличили единичку. Но когда мы убираем график, мы хотим уменьшать. То есть сами методы у нас готовы. Теперь начинается самое интересное. То есть как бы вот с самой переменной мы работаем, да, если мы эти методы вызовем, то у нас, наверное, да, что-то будет хорошее, но нам нужно, собственно говоря, как-то вызвать эти методы. Вот. И здесь начинается, так сказать, то, ради чего я это видео и записываю.
а именно объяснение о том, как вообще идеологически реализована передача данных между модулями в Vue.js. Сразу могу сказать, что здесь не существует такого понятия, как глобальные переменные, там какой-то статический контекст или что-то такое. Ну, по крайней мере, в документации по Vue.js было написано, что они от такой позиции отказались. То есть, возможно, здесь каким-то образом можно это сделать, но вот их рекомендуемый способ, он несколько другой. А именно через события. Вот. И я как раз покажу, как настраиваются события и каким образом это все происходит. Значит, события настраиваются следующим образом. В секции, которая описывает как раз те действия, которые происходят при создании этого компонента, то есть вот в этой секции created, мы указываем, что мы хотим подписаться на событие под названием add_chart и, соответственно, remove_chart. То есть мы для себя говорим, что вот при возникновении этих событий мы хотим вызвать наш метод. Наши методы, которые я вот указал вверху. Вот. add_chart и remove_chart. Причем в документации к Vue.js есть такая рекомендация, что лучше не использовать camel-keys, как вот, допустим, здесь, видите, сделано. Вот. А лучше использовать, так сказать, так как все равно при компиляции весь camel-case он превратится в строчку одного размера, потому что ему как бы не важен размер шрифта. То есть заглавные буквы, либо прописные. Вот. И поэтому рекомендуется для разделения как раз на логические части использовать, так сказать, подход, если я не ошибаюсь, он как-то, у него какое-то даже есть свое название, но, в общем, через тире, то есть вместо пробелов ставится тире. Вот, значит, мы, соответственно, делаем как раз вот эти вот самые два метода, два события от chart и remove_chart, и, собственно, на них подписываемся. Так, ну вот здесь вот у нас вылезла ошибка, это, скорее всего, из-за раскомментирования. То есть, если вот мы посмотрим, да, что здесь написано, то ожидалось, что будет там 4 на 190 строке и 6 на следующей строке, а найдено, соответственно, 5 и 7. Вот, то есть, соответственно, нужно, получается, один пробельчик еще убрать. Это будет счастье. Да. Вот. Он тут, как видите, очень жестко следит за абзацированием. Вот. Кроме того, кроме подписывания на события, нам нужно также при уничтожении этого лейаута от этих событий отписаться. Но это сделано в первую очередь для того, чтобы не утекали ресурсы, ну и плюс не было какого-то нежелательного поведения. А то там начнет закрытый лейаут, например, по каким-то причинам, какие-то у себя события там производить. И это может привести к нехорошим последствиям. Вот, поэтому, соответственно, мы также прописываем отписывание от этих событий в методе перед закрытием, перед уничтожением этого лейаута. Вот, но, как видите, вот такие вещи, они нам подготовили инфраструктуру, то есть у нас как бы количество все еще не меняется. Все так же остается циферка 1, и она у нас пока не увеличивается. Потому что нам нужно сделать, собственно, следующий шаг. Вот эти кнопки, они на этом лейауте не находятся. Они находятся на основном view нашем. Соответственно, вот он у нас, то есть на нашей странице, которая называется view. Она построена по подобному же принципу, да. То есть вот у нас, как видите, есть, так сказать, элемент график графиков, да, chart of charts, вот, на котором есть, соответственно,
кнопка Add Chart с иконкой Add Chart. И, соответственно, есть, так сказать, вторая кнопка Add 10 Chart, на которой, вот, собственно говоря, фильтр 9+. Установлена картинка. Ну, давайте я даже продемонстрировать попробую вам, что действительно она. Ну, вот видите, появились у нее определенные символы, что комментирование нужно вот таким образом здесь сделать. И вот, допустим, видите, у этой кнопки пропала картинка. Так что мы действительно нашли правильное место, правильную кнопку. Дальше здесь мы можем увидеть, что в момент клика у нас вызывается по вот этой кнопке, да, у нас вызывается метод addChart. Соответственно, кроме всего прочего, да, у нас есть еще вот это вот. Вот эта вот область, где у нас есть вот этот крестик. Вот. Вот это вот описано все в Chart View. То есть это другой компонент, это именно компонент, то есть не страница. Вот, вот он, соответственно, здесь находится. Вот. И здесь как раз вот эта иконка Close, вот даже можно будет попробовать ее брать. Вот видите, да, она пропала. То есть это действительно этот самый компонент. Вот она появилась. Вот. Значит, что нам, собственно говоря, теперь нужно сделать вот в этой части? Значит, нам нужно каким-то образом послать событие, да, в нашу систему о том, что мы добавляем график, либо убираем его. Вот. Значит, как видите, первое событие мы достаточно быстро находим, то есть вот он, по нажатию на вот эту вот кнопку, да, у нас вызывается событие от чарта. Соответственно, по нажатию на вот эту кнопку у нас вызывается add 10 chart. Вызываются методы. То есть вот они, эти методы прописаны вот именно в таком виде, да, вот add chart и add 10 chart. Дальше, если мы посмотрим, то в add 10 chart у нас просто указанное количество раз, в данном случае 10 раз, в цикле вызывается метод add chart. То есть, по сути, нам нужно вот в этом методе, когда мы добавляем график, нужно еще сообщить об этом всем, кто слушает события, по которым мы добавляем график. То есть, вот мы сейчас раскомментируем. Событие, собственно, посылается вот таким образом. Мы указываем, что мы хотим сгенерировать событие от чарт. Кроме того, событие может быть параметризировано, но это сейчас, так сказать, в наш интерес не входит. Вот мы сделали такое изменение. Давайте посмотрим, к чему это приведет. Как видите, у нас стало увеличиваться количество графиков. Если вот мы добавим 10 графиков, то видите, их стало сразу 10. Однако, если мы посмотрим, то уменьшение количества графиков, оно не приводит к желаемым последствиям, то есть их все еще остается 12. То есть нам нужно, собственно говоря, еще и каким-то образом уменьшать количество графиков. То есть откатывать этот счетчик. Вот для того, чтобы откатить этот счетчик, нам нужно, ну, либо мы можем воспользоваться простым достаточно способом, да, в main layout просто указываем, что вот здесь вот, ну, как бы вносим изменения, да, что у нас он 1. Ну, точнее говоря, вот мы можем сделать так, что и 2, потом что он 1. И вот в этот момент у нас, видите, опять стала единичка. Ну, это, опять же, тоже не очень хороший, не автоматизированный способ. Вот. Нам бы хотелось его как-то автоматизировать. Вот. И здесь нам нужно, собственно, разобраться, а как же у нас происходит вот, что у нас происходит, когда мы нажимаем вот эту кнопку.
Как я сказал, у нас вот здесь указан компонент, да, который присутствует. Соответственно, этот компонент у нас будет добавляться вот здесь вот, на этом chart view. Вот. То есть вот он как раз, видите, этот charts, это как раз вот все это описание этого компонента, да. Ну вот если мы посмотрим сюда, то здесь как раз мы в charts мы пушим, так сказать, еще один компонент. Вот. И, соответственно, вот он здесь будет отображаться. Вот. Но, как я показал ранее, вот эта вот кнопка, она находится не на этом нашем view, а совершенно в другом месте. То есть она вот на chart view находится. Вот это, этот close. Вот. Но, как видите, здесь в описании, собственно, не происходит ничего. Да, то есть тут нет никакого вызова по клику, да. Здесь просто написано, что, сказать, точнее говоря, не вызывается никакой метод. Здесь по клику написано, что генерируется событие. И событие как раз, как видите, с идентификатором, да, то есть с параметром. Параметризированное событие назовем chart close. Ну, собственно говоря, мы можем просто поискать этот chart close именно в таком виде, записанный. Вот. И вот в итоге мы найдем, что обработчик этого события находится как раз вот здесь. И вот здесь вот видите, будет как раз указано, что по chart close, по появлению этого события будет вызываться remove chart метод с параметром ID. И, соответственно, когда это окно закрывается, мы отписываемся от этого события. Вот. Соответственно, дальше мы таким образом вышли на нужный нам метод, то есть нас интересует remove chart из этой Vue.js страницы. Вот он находится, вот видите, как раз параметр передается, то есть, по сути, вот такая вот запись, да, с параметром, она и говорит о том, что в тот метод, который занимается обработкой этого события, придет не только это событие, но какой-то параметр, который мы сюда добавили. Но, как я сказал, у нас сейчас за рамками нашего рассмотрения обработка получения события с параметром. Поэтому это вы сможете отдельно потом с этим разобраться. Значит, и получается, что по удалению графика нам в нашем случае, да, нужно сформировать событие, которое мы у себя завели, remove chart. Вот, как вы помните, заводили два события, то есть add chart и remove chart. И, соответственно, делали два метода. Один, который увеличивал, то есть add chart на единичку, плюс-плюс это увеличение на единицу, количество графиков. Соответственно, remove chart уменьшал на единицу. Вот, поэтому если мы раскомментируем вот эту строчку, то у нас окажется полностью функциональная система. То есть вот мы добавляем один график, у нас циферка 2 появилась. Вот мы удаляем, соответственно, единичка. Вот, мы можем добавить также, вот, пожалуйста, 10, и у нас, нажимаем, у нас уменьшается. Ну, 11 стал, потому что, соответственно, у нас один график был изначально. То есть вот мы можем вообще все графики удалить, будет 0. Вот добавляем 10, появляется их именно 10. Вот такой системе передачи данных, которая рекомендуется разработчиками Vue.js для использования, я хотел рассказать в этом выпуске. Всем всего доброго.